Продолжаем наш день в Риме и направляемся в музей Ватикана. Заходим на территорию Ватикана и направляемся в музей. В музее собрано достаточно большое количество греческих, римских и египетских произведений искусства. Это вид на Рим из окон Ватикана. В экскурсию также входит посещение Сикстинской капеллы, но там фотографировать и снимать категорически запрещено. Дальше по плану у нас замок Святого Ангела. Возле замка есть парк Андриана, очень тихое, спокойное место в самом центре шумного многолюдного Рима. Сюда любят приходить местные. Здесь на лавочках можно устроить небольшой пикничок. Да, погода в Риме переменчива. Только что светило солнышко, и вот уже небо в тучах, и пошел дождик. Перекусив и отдохнув в парке, мы идем дальше, к красивому зданию Дворца Правосудия. Отсюда хорошо видно замок Святого Ангела и собор Святого Петра, мост Святого Ангела. Возвращаемся к мосту Умберто и идем на площадь Навона. Фонтан четырех рек считается лучшим фонтаном Бернини в Риме. Монеты возле бога реки Ла-Плата символизируют процветание Америки. Бог Дуная держит свиток с папскими эмблемами. И действительно, у фонтана можно задержаться на часы, разглядывая каждую деталь скульптуры. Ганг на тот момент был известен как самая навигационная река, поэтому ее символом стало весло. У бога Нила закрыто лицо, поскольку исток реки на то время был неизвестен. Ну вот такое объяснение. Дальше по улочкам Вечного города мы идем к Пантеону. От Пантеона узенькими старинными улочками идем на знаменитую Виа дель Корсо. И по ней возвращаемся на площадь Венеции. Таким был наш день в Риме. Оказалось, что за день можно успеть достаточно много. Рим настолько большой и красивый город, что для каждого найдется свое любимое место. Делитесь в комментариях своими любимыми местами. Всегда интересно взять на заметочку что-нибудь новое.